Всем большой привет! И это третья часть по вязанию нашего Спанч Боба. Третья и она же заключительная. В этом видео мы с вами будем делать сборку. Все детали мы связали в предыдущих двух. Можете их посмотреть, ссылка будет располагаться под этим видео на первые две части. А в этой уже непосредственно сборка и оформление. Приступим к сборке и оформлению мордочки. Так, для начала соединим глазки между собой, все три детали. Я пришиваю обычными швейными ниточками в два сложения. Пришиваем сначала черные глазки, зрачки. Голубой. Чуть-чуть в сторону, не прям посередине, а чуть в бок. И пришиваем. Я очень многие детали пришиваю именно вот такими ниточками, тоненькими. Во-первых, мне это удобно, а во-вторых, они не рвутся и не отрываются, эти детальки, и выглядит намного аккуратнее, чем пришивать, например, толстыми нитками. Пришили черные детали, дальше будем пришивать голубую. Тоже не прям в середину я ложу этот зрачок, а чуть-чуть к краю. Так, чтобы совпали вот здесь у нас заканчивалось вязание, и на голубой тоже вот здесь заканчивается. Совсем немножко сдвигаю к краешку и точно так же пришиваю, как и черные. Тоже швейными ниточками. Вообще очень долгая игрушка Спанч Боб и очень тяжелая. Ее, во-первых, пока свяжешь все детальки, очень много мелких, и очень много уходит времени на пришивание деталей. Но зато результат потом лично меня очень радует. Я как-то вязала до этого игрушку уже такой, но очень больших размеров. Она была более 50 сантиметров. Вот на ту у меня ушло намного больше времени. Потом вот я решила связать маленькую. И хорошо, что я ее записала. Сейчас нашла свои старые записи. И, оказывается, можно снять по ней мастер-класс. Я думаю, такой размер многим пригодится. Потому что большую игрушку вязать намного тяжелее. Вот так пришиваем оба глаза. Пришили все детальки глаза вместе. Теперь будем смотреть, где они должны располагаться. Так, я отступаю 2 ряда сверху и на таком уровне уже их располагаю. Получается, они захватывают 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядов. Поначалу это, конечно, выглядит немного несимпатично и странно, как мне кажется. А уже потом, когда добавляется вышивка вокруг, реснички, улыбка, оно смотрится уже симпатично. Так. Наверное, он будет у меня смотреть в сторону. Как его по-другому положить. Так, отметили себе, где мы будем пришивать глазки. Я пока это сделаю на одну. Сейчас вам расскажу. Получается сверху 1, 2, 2 полосочки. Это 4 ряда. Отступаем. Сбоку у нас получается 1, 2, 3, 4, 5 столбиков без накида выходит. Вот здесь на этой части 5 столбиков без накида. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Глаз один занимает у меня 7 полосочек. Вот вроде, надеюсь, объяснила понятно. Так, теперь пришиваем глазки.
Сейчас расскажу, на каком они у меня находятся расстоянии. Сверху, получается, я отступаю 4 ряда, 2 вот таких полосочки. Сбоку у меня выходит 5 столбиков без накида. И в целом глаз мой занимает 7 вот таких вот рядочков, 7 полосочек. Ну, 14 рядов получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. На таком вот расстоянии я пришиваю глаз. Также швейными ниточками обычными я подцепляю под черную каемочку и вывожу чуть подальше также под этой черненькой. Тогда ниточку не видно и глазки пришиваются аккуратненько. Вот так каждый раз под каемочку. Старайтесь еще, когда пришиваете, сильно не выгибать вот так вот глаз вовнутрь, потому что потом он так и останется, а вернуть его вот в такое исходное положение будет сложно, потому что он уже прошит у нас. Мне удобнее сначала вышивать полностью лицо, мордочку его, потому что все ниточки можно спокойно сзади спрятать, а потом уже я сшиваю все детальки. А так вначале даже улыбочку, всю вышивку я делаю до того, как соединим части туловища. Так вышиваем, пришиваем оба глазика. Второй также находится на 5 столбиков без накида сбоку. То есть вот здесь вот сбоку 5 столбиков без накида, и у второго здесь, значит, тоже должно быть 5 столбиков без накида, чтобы они были на одинаковом расстоянии все время. Пришили глазки, вот такая забавная мордочка у нас уже вырисовывается. Теперь пришьем глазки. Так, ой, глазки мы пришили, теперь давайте пришьем галстучек. Зубки и будем вышивать улыбочку. Начнем с галстука. Так, он у меня располагается посередине. Начинается от белой части и заканчивается на предпоследнем рядочке вот этой полосочки коричневой. Находим серединку, примерно, чтобы она была у нас одинаковая. Так, можно даже отсчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Значит, надо его чуть-чуть вот сюда подвинуть. Так, сейчас сама посмотрю сверху. Угу. Так вот. И пришиваем. Потом мы его обошьем, контур ему вышьем черной ниткой, этому галстучку. И он после того, как вышиваешь черным, он начинает смотреться совсем по-другому. То же самое с улыбочкой. Сейчас, когда пришьем зубки, они поначалу будут смотреться как-то не очень симпатично, и вообще непонятно, зачем они нужны. А когда мы их черным обошьем и сделаем улыбочку, все будет смотреться очень симпатично. Так, рядочек за рядочком вышиваем галстучек. Так, пришили галстучек, теперь давайте пришьем зубки. Я хоть и оставила вот здесь длинную ниточку для пришивания, посмотрела, попробовала, все равно она смотрится толстовато, поэтому я ее просто заправлю на обратную сторону и там закреплю, а пришивать буду все-таки тоненькой ниточкой, беленькой, чтобы было все аккуратненько. Так, зубки мы располагаем от галстука, один рядочек желтый и еще половинка, получается 3 ряда, и после располагаем зубки.
Вот, я думаю, достаточно такое расположение. Можно их пришивать. Когда пришиваем, формируем их, конечно, чтобы они были более квадратненькие. Так, вот у нас 1, 2, 3 рядочек. Вот после 3-го рядочка начинаем пришивать зубки. Особенно хорошо пришивайте краешки, где ниточки заканчивались, чтобы они потом не вылезли. Сейчас пришьем зубки и будем оформлять уже улыбочку. А носик пришьем в последнюю очередь, потому что я хочу его связать только когда посмотрю уже на готовую игрушку полностью, и чтобы он не был большим или маленьким, уже это делать только когда буду уверена в том, что его размеры мне подходят. Поэтому сначала мы все оформим, соберем игрушку, а потом я уже свяжу носик и поставлю в видео, как его вязать и как его пришивать. Главное не забыть его потом пришить. А то все соберу и оставлю без носа игрушку. Так, вот так один зубик мы пришили. Сейчас еще раз хорошенечко пройдусь. И точно так же пришиваем вторую часть. Так, пришили зубки. Теперь будем вышивать улыбочку и реснички. И обошьем галстучек. Так, я уже примерно себе разметила, как будет располагаться улыбочка. Потом я эту белую ниточку, конечно же, уберу. А пока, чтобы примерно видеть, что я хочу, какую я улыбку хочу, я вот себе разметила. Так что теперь мы будем пробовать ее сделать. Так, давайте начнем, наверное, с галстучка. Вводим ниточку возле красной верхушечки. Я использую для вышивания ниточку хлопковую. Это Vita Daisy. Хотела в 2 ниточки, но смотрю, будет толстовато, поэтому я буду делать в 1 ниточку. Получается, для начала мы обшиваем наш красный галстучек. Вводим ниточку. Здесь маленькую можно оставить, мы потом ее свяжем и спрячем. Так. Получается, сначала обшиваем верхнюю часть галстучка. Теперь возвращаемся, боковую часть делаем. И ниточку можно вывести вот здесь. Считаем 1, 2, 3, 4 столбика. Вот на этом уровне. Получается 2 полосочки и 4 столбика без накида между. От галстучка, если считать. Выводим. Теперь вводим обратно в эту же точку, а выводим мы ниточку с этой стороны. Также отсчитываем 4 столбика без накида и выводим сюда иголочку. Так, сейчас вторую ниточку подтяну. И теперь вводим вот сюда, в основание этого треугольничка получающегося. А выводим ниточку возле галстучка, посередке, где галстук. Вот. Так. Теперь разделяем пополам галстук черной этой ниточкой, вводим его вот сюда.
сбоку и выводим в верхушки. И обратно сюда же возвращаем. Теперь с этой стороны точно так же мы находим 1, 2, 3, 4 столбика. И вот сюда иголочку мы выводим. Так, 4 столбика. И идем также наверх. Через 4 столбика. Выводим иголочку над верхушкой галстука. Так. И последняя наша полосочка. Все, она будет здесь. Можем вывести теперь иголочку к зубу нашему, к первому. Все, там обвязали, обшили галстучек. Теперь будем также обшивать зубки квадратиком. Сначала их обошьем, потом уже сделаем улыбочку. Так. Зубки, получается, я буду обшивать только 3 стороны, а верхнюю не буду, потому что она уже будет у нас относиться к улыбочке. Если там вышить, то получится уже там будет двойная ниточка, это будет уже не одинаково. Видите, сразу контур вырисовывается. Я заметила еще, когда раньше увлекалась вышивкой, что вот такой вот контур всегда меняет всю картинку в целом. Так, можно уйти на улыбочку теперь вверх. Так, зубки вышли. Видите, как сразу поменялась наша мордочка. Сейчас только сделаем улыбочку, и будет сразу совсем другой вид. Сейчас попробуем сразу вот сюда ввести иголку и посмотреть, как оно будет смотреться. Я не рассказываю, что делаю, потому что, быть может, придется переделывать. Ну, хотя нет, не будем переделывать, все хорошо. Так, вводим иголочку теперь возле зубика. Так, а где наша черненькая? Потерялась. Желательно захватить вот эту черненькую, чтобы ее краешек был виден. Вот. Так, и теперь обратно вот сюда. Видите, черный виден краешек. Не получилось у нас пустого места. Теперь опять возле зубика выводим ниточку с этой стороны. Вводим зуб. И возвращаемся на вот эту улыбочку, эту сторону уже на начало. Так, теперь расскажу, сколько у меня тут столбиков до улыбки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот так вот у меня идет 7 столбиков, вот эта вот часть, вот это. 7 столбиков и в высоту вот 2 полосочки. Все, возвращаем нашу иголочку к началу. Вот такая у нас получилась улыбочка. Теперь можем ниточку, ой, божечки, здесь потом я все обрежу. Так, теперь эту ниточку мы можем закрепить здесь, либо также подняться просто уже на бровки. Но, скорее всего, лучше закрепить и взять ниточку подлиннее, чтобы потом нам ее точно хватило. Это все потом можно обрезать. В этом преимущество того, что мы не сразу обвязали детальки между собой, а их оставили. Вот эти все ниточки можно подвязать, чтобы они не вылезли уже никак на вторую сторону. И обрезать. Черную ниточку тоже обрежем, сделаем новую уже, чтобы вышить бровки. Так, вышиваем брови. Вот такой у нас получился
Спанч Боб. Так, вышиваем бровки. Вводим сначала. Так, 3 бровки у нас будет. Первую мы располагаем, вот смотрите, вот здесь у нас было 1, 2 полосочка, 3, 4. Вот под 4 полосочкой мы выводим нашу бровку на одну выше, а здесь 2 столбика. Я не знаю, может быть, это, конечно, информация совсем лишняя, но бывает такое, что очень хочется сделать такое же оформление, как ты увидел у мастер-класса. Так, теперь здесь 1,5 столбика, получается, выше уже идет. И 3 бровку мы выведем вот здесь, между, получается, 1, 2, 3, 4 столбика без накида практически. Вот так вот. Готовы наши 3 бровки. И вторую точно так же мы выводим с этой стороны. Вывязываем на 1 ряд вперед, чуть-чуть под наклоном, теперь уже в эту сторону. Здесь 1, 2, 3, 4 столбика, отступаем, идем вот сюда. Тут практически вот так вот аж на одном уровне и последнюю. Так, 1, 2, 3. Вводим под 3 полосочкой 2 столбика на 1 вверх. Вот так. Все, мы закончили оформлять нашу мордочку. Это очень долгий на самом деле процесс, и иногда уже может показаться, что он того и не стоит. Ну просто представьте, какую радость принесет эта игрушка любителю Спанч Бобов. Есть же прям фанаты, которые детки, наверное, смотрят какие-то этот мультик. Я его даже толком и не смотрела. Знаю, что прям у меня заказывали, и мальчик был так счастлив от этой игрушки. Поэтому, вспоминая его эмоции после видеоотчета, когда мне прислали, я готова связать таких еще хоть сколько. Все, по крайней мере, для меня это была самая тяжелая часть. Оформить личико. Все готово, девочки. Теперь осталось нам все собрать, все части. Все, теперь мы приступаем к сборке основных частей туловища. Берем желтую ниточку из той, что мы вязали, эти все части. Находим верхнюю часть и будем сейчас их соединять. Прикладываем ровненько, смотрим, чтобы совпадали все. Находим первый столбик без накида вот здесь, и первый также захватываем на верхней нашей части. Присоединяем ниточку, потом мы ее заправим и провязываем столбик без накида. Теперь вводим во вторую петельку, и также с этой стороны находим тоже второй ряд. Видите, вот там был первый ряд, вот во второй ряд мы теперь вводим и провязываем столбик без накида. Третий, и тоже провязываем столбик без накида. Вот так оно будет смотреться. Пробовала соединителями, но потом некрасивая вот эта каемочка выглядывает, поэтому я вяжу с столбиками без накида. Все связываю. И вот так обязательно смотрите, чтобы вот этот совпадал со второй частью верхней. Девочки, я вам показываю, там, наверное, и не видно было. Так вот, провязываем между 2 части вместе столбиками без накида. Старайтесь не пропустить. Спереди-то видно вот здесь вот столбики, а вот на вот этой части плохо. Старайтесь не пропустить нигде вот здесь вот рядочек, чтобы потом не получилось так, что переднюю часть довязали, а задняя еще не закончилась, или наоборот, уже закончилась, а передние еще остались петельки.
Вот таким способом мы соединяем все передние части. И получается, к вот этой части пришиваем боковушки, также привязываем, связываем вместе и нижнюю часть. А потом мы будем с вами вместе обвязывать вот получившиеся вот эти вот боковушки. Вот эти части будем связывать. Сейчас пока обвязываем полностью наш перед. Так, ну вот таким способом все 4 части. Довязали мы верхнюю часть. Теперь хочу показать, как присоединить, сразу же не отрывая вот этой ниточки, следующую деталь боковую. Так, присоединяем. У меня здесь завязаны узелочки уже, чтобы потом они не вылезли и спрятаны были вовнутрь. Поэтому это изнаночная, вот лицевая моя часть. Значит, вот эта лицевая. В эту же, которую петельку мы закончили, в эту же петельку мы вводим крючок и подхватываем первый столбик вот этого ряда, чтобы потом не сбились ряды и все было одинаково. Вот так провязываем первый столбик. Все, они даже вот их можно увидеть, как они визуально совпадают, рядочки между собой. И дальше вяжем. Потом, когда довяжем желтым цветом, на белом и коричневом мы провязываем белыми ниточками. И на коричневом коричневый, соответственно. Желтую ниточку уже, когда здесь дойдем до конца, можно просто обрезать. Соединили все части с передней. Теперь довязали вот здесь у нас получается последний столбик. И будем соединять вот такие боковушки. Боковые детали. Соединяем так, что с самого начала вот здесь вот смотрим, чтобы совпадало количество столбиков. И теперь вводим крючок в первый столбик. И вот здесь в этот же столбик. Провязываем столбик без накида. У нас очень сильный ветер, так что не обращайте внимания, это ветром стучит моя форточка. Так. И вот также провязываем столбики без накида по боковым частям. Самую последнюю. Все, делаем соединительную петлю. Эту ниточку мы обрезаем. Точно так же, это у нас получается, точно так же мы соединяем оставшиеся 3 части. Вот эту между собой и вот эту. Потом присоединяем заднюю часть, провязываем по вот этой стороне, провязываем по верхней стороне и по второй боковой стороне. Вот здесь мы части пока не соединяем, через эту часть мы будем наполнять полностью всю нашу игрушку. Вот так что самостоятельно прошивайте, также провязывайте вот здесь вот до вот этого отверстия. Вот эта часть у нас остается. Мы ее свяжем вместе только когда наполним полностью игрушку. Так, мы с вами обвязали мы с вами 3 части, 2 боковые, 1 верхнюю, нижнюю оставили не обвязанной. Ну и вот здесь у меня остался краешек, я его уже захвачу, когда обвяжу нижнюю часть. Теперь наполняем полностью всю нашу игрушку наполнителем. Особое внимание уделяем вот этим краешкам верхним,
чтобы у нас не получилось так, что наполнитель есть в середине, а вот здесь по краям его нет. Наполняем уже полностью, чтобы потом можно оставить там совсем чуть-чуть, чтобы вот здесь осталось. Остальное заполняем. Далее присоединяем ниточку к первому рядочку верхней детали. Сразу все ниточки прячем вовнутрь. И захватываем первый рядочек нижней детали. Присоединяем ниточку. И также, как до этого провязывали все части, мы вяжем столбики без накида. Первый провязали, второй. И так вяжем примерно вот до вот этой части, чтобы у нас осталось еще немножечко не связанного кусочка, чтобы туда добавить наполнитель оставшийся. Сейчас довязываем вот эту часть. Я обвязывала до чуть больше середины. Теперь через вот это отверстие я буду наполнять уже игрушку до конца. Получается, вот даже на видео видно, какие части мне надо наполнить. Вот если вот так повернуть, можно посмотреть, что наполнителя не хватает. Вот здесь. Здесь вроде все равномерно. Но вот с этой стороны прям хорошо видно, что вот здесь и вот здесь вот прям бугорки. Вот видите? Вот эти бугорки можно исправить еще, пока отверстие у нас до конца не зашито. И так вот я постепенно наполняю всю эту деталь наполнителем. Я пробовала наполнитель, который идет шариками, но мне совсем не понравилось почему-то. То ли я не умею его правильно набивать, но вот такой вот холофайбер, называется, прочест, мне подходит больше всего. И мне намного удобнее работать. Так набиваем игрушку. И потом уже после того, как мы ее набили, все остальные оставшиеся вот эти детальки мы также связываем столбиками без накида. Так, сейчас набьем, завершим обвязку всех деталей и приступим с вами к пришиванию ножек и ручек. Это последнее, что осталось сделать. И наш Спанч Боб уже будет готов. Так что осталось нам с вами совсем немножечко. Теперь приступаем к сборке ножек. Берем нашу подошву, ботиночек и будем к нему пришивать саму ножку. Так, я ее ставлю не ровно посередине, а чуть-чуть к краешку. Вот на таком расстоянии. Вот это у нас середина. И вот получается от середины в сторону. И пришиваю обычными швейными ниточками. Захватываю петельку одну здесь. И один столбик на нижней части. Снова дальше. Следующий столбик на нижней части. И петельку на ножке. И так по всей окружности нашей ножки. Пришиваем точно так же и вторую сразу же. Так, ножки мы пришили. Теперь очень важный этап,
который я почему-то всегда пропускаю, когда пришиваю ему ноги. Мы сначала одеваем на ножки штанишки и только потом, вот, кстати, надо смотреть, чтобы верхняя ниточка вот эта оставалась вверху. И только потом мы пришиваем ножки к телу, потому что если сделать наоборот, потом ножки просто не оденете и придется отпарывать. С чем я почему-то регулярно сталкиваюсь. Вроде знаю, все равно забываю об этом. Вот, теперь будем пришивать сами ножки. Ножки наполняем наполнителем. Я наполняю не сильно, чтобы они были достаточно все равно мягенькие. И теперь будем пришивать их непосредственно к туловищу. Так, находим место, где они у нас будут располагаться, как нас устраивает. Ну вот примерно вот так. Значит, оставляем. Давайте сделаем так. Пришиваем, оставляем между двумя ножками, меня устроит 5 вот таких рядочков. Получается 10 рядов, 5 полосочек оставим между ножками. И ножка займет 3 полосочки. Так, если здесь она займет 3 полосочки, 1, 2, 3, 4, 5. Да, с края будет оставаться по 3. Все. И пришиваем ножку. Также кругом, но смотрим обязательно, чтобы вот эта выпирающая часть ботиночка смотрела к нам лицом. И будем пришивать. Точно так же пришиваем вторую ножку сразу же. Потом уже будем смотреть, на какое место пришить штанишки. Сколько они будут отступать от ножки рядочков. После того, как пришили ножки, можно пришивать штанишки. Я пришиваю их, они у нас получились круглой формы. Я пришиваю их немножко приплюснув, чтобы штанишки выглядели пошире. Вот так это смотрится снизу. И также я пришью и вторую. Нам осталось пришить только ручки и рукавички. Теперь так же, как с ножками, не забываем одевать сначала на ручки, на рукавники. Длинной ниточкой вверх, получается узкой частью, одеваем, и только после этого мы пришиваем ручки. Потому что потом их одеть будет гораздо сложнее. И еще обращаем внимание на расположение пальчика. Пальчик должен находиться на внутренней стороне. Смотреть вовнутрь. Так, сделали. Теперь мы пришиваем нашу ручку к второму. Смотрите, вот с этой беленькой первый рядочек, второй и третий. Между третьим рядочком пришиваем нашу ручку. Захватываем петельку здесь. Так, захватили петельку. Мне нужны ниточки. Так, теперь
Прошиваем обе стороны нашей ручки вместе и захватываем уже на туловище следующую петельку, вторую. И также снова следующим захватываем обе стороны ручки. И еще раз. И можно еще раз пройтись, чтобы ручка была надежно прошита. Можно даже вывести иглу на эту сторону и также пройтись уже здесь. Чтобы наша ручка не оторвалась. Точно так же пришиваем вторую ручку и потом будем пришивать на рукавнике. Пришили ручки, остается последняя деталь, это пришить на рукавнике. Как видите, я уже на этой стороне их пришила, посмотрела, как это будет выглядеть. Теперь пришиваем вторую сторону. Обращаем внимание, где располагается наш вот этот переход, когда заканчивали вязание, когда начинали и когда заканчивали, чтобы он находился под ручкой. Да, он будет незаметен со всех сторон, его будет не видно. Так что начинаем мы пришивать под ручкой. Здесь я отступаю примерно 1 столбик от руки и пришиваю сам на рукавник. Сверху захватываю, между петельками провожу иголку. И вытягиваю. И также снизу между двумя столбиками захватываю их и вытягиваю ниточку. Так, шаг за шагом. Так, получается, снизу я отступаю один ряд приблизительно, сбоку рядочка 2, чтобы оно было не круглым, а смотрелось более овальным. А сверху уже я поднимаюсь на 2 рядочка выше и пришиваю там, чтобы потом оно не торчало прям вот так, а немножко можно было его опустить. Вот у меня от ручки 1 рядочек в бок уходит. И теперь я буду подниматься на 2 рядочка вверх. Чтобы пришить верхнюю часть нарукавника. И на этом вязание нашего Спанч Боба заканчивается. Игрушка практически готова. Буду рада, если вам пригодится этот мастер-класс, если вы свяжете себе такого забавного персонажа, попробуйте. Думаю, результат вас точно порадует. Подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждут еще много интересных, разнообразных мастер-классов. Как для любителей плюшевой пряжи, так и полухлопковой. Потому что я заметила, многие делятся на 2 группы. Вяжет либо с плюша, либо с хлопка. Но у меня будет и для тех интересные мастер-классы. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Мы снова с вами. Как я и предполагала, я забыла пришить нос. Сейчас покажу вам, где он будет находиться. Вот мы его располагаем. Получается, у нас последний рядок глазок на уровне вот этого ряда. Так, как еще раз показать? Вот этот вот ряд и вот этот. Между вот этими, между одним и вторым.
располагаем носик. Я захватываю здесь петелечку, дальше на носике. И так в круговую пришиваю. Сейчас закончу, покажу конечный результат. Ну, девочки, что-то пришила нос. Я думаю, без носа он выглядел как-то симпатичнее. Но не всем же идут свои носы, правильно? Бывают же такие люди, которыми нос не идет. Вот у меня Спанч Боб из тех же. Ну и без носа его тоже не оставишь. Поэтому вот такой вот уж как есть. Все, на этом теперь точно все. Всем пока.